Ребята, извиняюсь, у меня а, остановилась запись видео, память в телефоне переполнилась, я пишу на телефон, быстренько сейчас первую часть перекачал, место освободил, но получается, что мы с вами на две части сейчас разобьем этот спич, я не знаю, сколько я еще буду говорить, честно говоря, меня несет, поэтому если вам не интересно, вы можете пройти мимо, как бы и все. Так вот, на чем мы остановились? Мы остановились на том, о разговоре о религиях, что, к сожалению, сейчас религия все дальше и дальше, на самом деле, от истинной веры. Ну, к сожалению, но это мое мнение. Вы, прошу вас, не обижайтесь, я не хочу затронуть чувства верующих, но мы видим, что сейчас происходит там в католической церкви, там Папа Римский, там, я не знаю, там признает геев, да, наше там православие, там, ну, просто уже, я не знаю, там, эта история там с невероятно дорогими часами, там, да, наших первосвященников, там, как они одеваются, как они там в этом золоте купаются, хотя я, например, Библию от корки до корки несколько раз перечитывал, и Ветхий Завет, и Старый Завет, и там Иисус наказывал своим ученикам брать ни сумы, ничего, наряжаться в простую рясу, опоясываться веревочкой и так идти в народ, нести Слово Божье. И он сам громил этих всех торгашей в храмах, которые там устроили. Ну, то есть, к сожалению, даже если взять христианство, то сейчас мы делаем совершенно не то, что заповедовал нам тот же Иисус. Я не буду сейчас браться за другие веры, я касался их поверхностно, как бы, да, вот, а сам, будучи христианином, как бы, да, и крещенным, как бы, я, как бы, ну, вижу, что совсем не туда, что на самом деле религия это ну, просто один из инструментов. Раньше это был первичный, самый мощный инструмент управления массами, да, когда просто достаточно было сказать там, да, во имя Бога, или там, не дай Бог, ты там не сделаешь, там, прокляну, и уже люди там трепетали в ужасе, не дай Бог, там, да, получить там неодобрение первосвященников. Но сейчас это тоже достаточно мощный инструмент управления, и как сейчас сталкивают лбами всевозможные религии, хотя, говорю, я уже давно перерос это, и для меня на самом деле Бог един. Называйте его как угодно, там, Иисус, Магомед, Кришна, там, какими-то другими именами. То есть единое, есть Творец, есть его энергия повсюду, да, в нас, во всех вещах и так далее. Все, ну, и называйте его как угодно. И самое смешное, что на самом деле человечество этого еще не понимает. И мы, как дети малые, да я не знаю, даже, наверное, не дети малые. То есть, ну вот простой пример вам приведу, да. Мы, например, с семьей любим смотреть вместе какие-нибудь фильмы, да, то есть у меня жена, две дочки, и мы там раскладываем большой диван, вместе устраиваемся, включаем, и у нас такой семейный просмотр. Смотрим какие-нибудь позитивные фильмы, семейные, там, комедии или там истории какие-то интересные. Так вот, вот это прям четкая будет параллель. У меня дети, Арина и Маша, они воюют за место, кто будет лежать рядом с мамой. Ну, понятно, там с одной стороны я лежу, а вот кто будет лежать рядом с мамой, Арина или Маша, это настоящая война у них разборки, у них драки. И нам приходится там, так, полфильма одна лежит рядом с мамой, полфильма вторая. Но вы же понимаете, что на самом деле для матери это не имеет никакого значения. Мать их любит обоих одинаково, да, и она готова им дарить любовь, заботу и так далее. Но дети вступают в реальную конфронтацию друг с другом. Они реально воюют за место под солнцем. Вы понимаете? Вот на самом деле это совершенно четкая параллель, как сейчас себя ведет человечество. Да? Вот мы воюем, мы убиваем друг друга за вот это место. И когда мы говорим, нет, вот это вот место настоящее, а не ваше, и так далее, да, и у нас все войны, по большому счету, имеют религиозную подоплеку, особенно сейчас.
И я боюсь, что нас сейчас просто доведут до Третьей мировой, последней мировой, и просто определенной человечество не станет определенной расой очередной на планете, да, Земля нас сбросит просто, и все, мы сами себя уничтожим. То есть мы недалеко ушли от этого детского состояния, от этого первичного состояния. Как я обычно говорю, раньше древний человек бегал с дубиной и мочил собрата, а сейчас у нас просто ядерная дубина, и все. И мы все и больше совершенствуемся в том, насколько изысканно мы можем друг друга там убивать. Но это ладно, это я уже в другие дебри. Хотя на самом деле это тоже перекликается. Так вот, к чему я это все? Вот смотрите, просто я не знаю, как вас подвести к этому. То есть я, например, понимаю, я надеюсь, я вам донес, что классический путь достичь святости, достичь просвещения, да, прийти к Богу, это через религии. Ну, вот испокон веков оно так идет, да. То есть так или иначе есть как бы путь, который человек, если он стремится к Богу, стремится стать лучше, чище, это путь через религию, как ни крути, да, то есть человек выбирает одну, вторую, третью, четвертую. Но мы понимаем, что сейчас вот этот классический путь через религию, это какая-то уже мутированная ветвь, которая уже пошла совсем не в ту сторону, куда надо. И это тупиковая ветвь развития, и нужно что-то другое. И что делает Бог? Он говорит, ребята, как-то я вам дал религию, вы ее как-то испоганили, да, по-своему испоганили, да, и уже веры-то там нет особо. Не, конечно, кто-то есть, кто-то верит, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но просто вы задумаетесь, да, одни говорят, наш Бог настоящий, другие говорят, нет, наш Бог настоящий. Вы неверны, вас надо убивать. А мы говорим, да нет, это вы там что-то там не то несете. То есть мы себя ведем как два малых ребенка, которые на самом деле просто под разными именами подразумевают создателя, да, какую-то энергию, там, я не знаю, но в любом случае что-то есть, что все это создало, да, не может быть это все так сразу и стихийно появиться. Но, как бы, и что делает создатель? Он говорит, ребята, вот эту ветку, которую я вам дал, вы испоганили за тысячелетия. Надо найти другой способ, как достучаться до человеческого сердца, до человеческой души. А какой самый простой способ? Музыка. Музыка – это одно из лучших наших проявлений нашего человечества, когда мы развиваемся и творим при помощи музыки. Мы музыку слушаем каждый день, да, дома, в машине, там радио, записи. И это доставляет нам удовольствие. Это вот то прекрасное, что может, в том числе одно из прекрасных, что может делать человек. И в современный век, на самом деле в век современных технологий, интернета, ютуба и так далее, донести музыку до человека можно вот так, до любого практически, да. То есть, если раньше, вы представьте, чтобы человеку встать на путь просвещения, на путь Бога, он должен выбрать какую-то религию, он должен по этому пути пойти, к нему должны подключаться другие люди и так далее, и так далее. То есть, такой как бы путь из руки в руку, да, то есть достаточно длинный, чтобы, например, там, я не знаю, какой-то религии набрать вес, то есть это должны пройти года, там, да, века, чтобы там все больше, 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 как любая там секта развивается, да, например, то есть один привел другого, и все это через вещание, через какую-то догму, то есть человек что-то доносит. Но на самом деле есть более совершенный путь. Это музыка. Как можно попасть в сердце, в душу человека и при этом сделать его лучше. И вот вам, пожалуйста, ребята, получайте Димаша. И то, что с людьми происходит,
это как раз и есть та энергия, которую Димаш дает. И четко попадая в наши душевные, да, он четко знает, с какой частотой, какую надо выдать частоту, чтобы добраться до нашей души, добраться до нашего сердца. Понимаете, чтобы попасть в эти четвертые, пятые, шестые, седьмые чакры. И человек, получая эту энергию, просто возносится вместе с ним. Он просто испытывает невероятные ощущения. Я уже как бы повторяюсь, но просто это было в первой части. И, кстати говоря, когда я смотрю клипы, которые снял Димаш, да, там с кем-то известным режиссером, и когда я смотрю его живое выступление, вот у меня совершенно четко клип не заходит. Не заходит клип. Да, здорово сделано, здорово поет, но когда ты видишь его, когда ты окунаешься в его ауру, и когда он тебя еще пробивает просто вот этим потоком энергии в твои чакры, через вибрацию, через голос, просто через свою ауру, то вот тогда ты просто, испытываешь какие-то невероятные чувства. Ты становишься лучше, ты становишься чище, ты понимаешь, что, оказывается, мир-то прекрасен и хорош. И на мой такой взгляд, исключительно мой, Димаш – это новая страница в нашем человечестве. Это мессия, которая спустилась к нам грешным, если можно так сказать. И это новая религия, ребят. Может быть, я сейчас махнул, да, но это новая религия, это совершенно новый поворот в человечестве, потому что мы с вами подошли уже к какому-то краху, реально просто, да, и чтобы как-то нас спасти, то есть что сейчас, например, с коронавирусом, что есть, на мой взгляд, а я им как бы переболел, да, коронавирус – это замена Третьей мировой войны, пока что, да, то есть временно сильные миры всего оттянули Третью мировую войну на какой-то период, да, то есть сейчас почистили хорошо вот эту проблему перенаселения и так далее, да, то есть это замена Третьей мировой войны, но это отсрочка на самом деле, и если мы дальше будем развиваться, человечество, как мы развиваемся, то Третья мировая неизбежна, а она, скорее всего, будет последней. И появление такого человека, который сейчас сможет очень быстро просто миллионы, миллиарды людей проникнуть в их душу и сердце, а он себя ведет на самом деле очень достойно, по крайней мере, вот то, что я вижу, он, во-первых, воспитан очень хорошо, и просто хвала его родителям, что они в него в это заложили. Вы посмотрите его детское интервью, его позвали там на телевидение местное, и вы посмотрите, парню 10 лет, он говорит такие вещи. Ну, во-первых, он очень патриотичен, что просто мега здорово, да, то, что он любит свою страну, и что он готов очень много делать ради нее. Но, тем не менее, вы посмотрите, какие у него цели. Он рассуждает как взрослый. Да какой там как взрослый человек? Да многие взрослые люди так не рассуждают, как он. Ну, то есть он ведет себя очень здорово. И вот буквально сегодня я смотрел его интервью, у него был концерт в Лондоне, и его пригласили на местное BBC радио. Вот. Но ведущая была казахская, и она, соответственно, на казахском языке брала у него интервью. И она задает ему вопрос: Димаш, ну вот на тебя сейчас просто сваливается эта слава, популярность, а он в Китае там просто мега кумир, там, да, он там выиграл, ну то есть он, на самом деле он сейчас пошел по миру, да, и вот коронавирус его немножечко остановил, но на самом деле сейчас мега популярность он набирает, потому что вот в интернете вы посмотрите, все реакции примерно, основная масса это вот 4 месяца, 6 месяцев, 2 месяца, когда просто начинают люди с ума сойти, они говорят, почему я раньше не знал о нем, да где вообще, где он был, почему я не слышал его, потому что это что-то неземное вообще, вот это музыкальные эксперты так говорят. И он очень быстро сейчас, то есть вы поняли, да, это другой путь, это не религия в классическом стиле, да, через проповедание, это религия через музыку, это поднятие людей на вибрации выше при помощи музыки, при помощи своего невероятной ауры и своей энергетики. Я не знаю, почему до сих пор об этом никто не говорит, но, по крайней мере, я не видел, хотя на самом деле последнюю неделю я очень просто перерыл весь интернет,
в поиске о нем. И, ну, пока что я вижу, да, говорю, блин, просто талантище, просто мега невероятные вещи, музыкальные творит. И он, типа, очень артистичен. Почему? То есть они артистичностью называют вот тот эффект, тот вау-эффект, который они от него получают. Ребята, но это не артистичность, вы понимаете? Артистичность – это когда человек красиво сыграл. Киркоров – это артистичность, понимаете? Там, да, или кто-то еще. Димаш совершенно искренен в своих чувствах. Он настолько искренен в своих эмоциях, что каждую песню он вот из души достает и вам на блюдечке приносит. И при этом еще заряжает ее вот этой своей мощнейшей энергией и нужной вибрацией на вибрации нашей души. Вы понимаете? Вот если просто так говорить. Но на самом деле каждая чакра имеет свою вибрацию, да, то есть, ну, то есть, там, грубо говоря, там 77 гигагерц каких-нибудь, да, например, наша там сердечная там четвертая чакра. Ну, грубо говоря, сейчас не помню, какая частота, но, по-моему, точно даже известно, на каких частотах там эти наши вибрации. Но вот он поет просто вот прям вот точно попадает в эту частоту, и буф, и у нас просто вау эффект. И при этом мы его еще видим, его вот эту искренность. Ребята, это не артистичность, пожалуйста, не говорите, что он артист. Он не артист, он делает это совершенно искренне. И да, и я считаю, что это Мессия, что это мы на самом деле с вами сейчас являемся свидетелями э, зарождения новой религии, музыкальной религии, ребят, и если хотите. И как это будет развиваться дальше, мне очень любопытно. Я, конечно, буду следить за его продвижением. Так вот, что-то я потерял мысль-то, да? Про BBC начал говорить, и ему, значит, ведущий говорит, ну как, вот сейчас на вас просто сваливается слава, популярность, как вы это переносите, не боитесь ли вы там зазвездеть там и так далее. И он ей ответил по-русски, он говорит, можно я отвечу по-русски словами Амар Хайяма? И вот я сейчас дословно не помню, но смысл такой, что мы всегда должны помнить о том, что после взлета всегда может быть падение. И что чем выше ты взлетишь, тем больнее ты можешь упасть. И помни об этом, ты никогда не заболеешь этой звездной болезнью. И на самом деле то, как он себя ведет, он совершенно четко подчеркивает, что он совершенно это четко понимает. И он, наоборот, стремится быть максимально простым. И, например, его кумир Джеки Чан, да, но он говорит, ну я вырос на Джеки Чане, я сам полжизни посвятил боевым единоборствам, а Димаш, кстати говоря, занимался тэквондо. Я тренер по боевым единоборствам в прошлом. И я полжизни своей, первой половины жизни я посвятил боевым единоборствам. И для меня Джеки Чан это, ну, это просто мега уважение, это просто мега крутой человек. А на самом деле Джеки Чан отличается тем, что он очень простой на самом деле. У него звездности этой нет никакой. И Димаш это подчеркнул, потому что Джеки Чан сам с ним связался, он был на его концерте, он его пригласил там, на ужин и так далее. И я вижу, как Димаш восхищается Джеки Чаном, и я вижу, что он для него, ну, кумир, эталон для подражания, каким надо быть. При этом иметь такой вес популярности, да, и при этом быть искренним. И это очень здорово. Я надеюсь, Димаш это не растеряет. И если вдруг Димаш увидит это видео, я хочу тебе сказать, что парень, ты в нужном направлении идешь, и я надеюсь, ты сделаешь для человечества что-то невероятное. Это вот, ну, мои мысли, ребята, я их ниоткуда не взял, я ничего это не слышал ни от кого другого. Все говорят про музыкальный талант, он, безусловно, огромнейший, про уникальность, про артистизм, там, про мегаспособности музыкальные, но никто почему-то не заметил вот этого очевидного, что музыка это лишь инструмент, ребята, чтобы сделать нам лучше, и что он на самом деле гораздо больше, чем просто певец. Ну, я не знаю, наверное, на этом я закончу. Получилось две части. Выложу сейчас это на YouTube. Рискну отправить своим друзьям. Ну, если вам есть что сказать и дополнить, всегда готов пообщаться. Пишите комментарии. Подписываться не надо, лайкать не надо. Это видео не для этого.
Ну все, ребят, спасибо, что выслушали. Мне просто надо было высказаться, потому что если бы я это не записал, я боюсь, что завтра я бы проснулся и окунулся опять бы в свои житейские проблемы и упустил бы вот эту нить, э, которая у меня в голове кружится. Вот просто я не смог уснуть, потому что меня обуяли вот эти мысли. И я посчитал, что я должен их как-то зафиксировать. Ну все, всем мир, ребята, пока.